Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Очень часто бывает так, что цветы из лент имеют достаточно большой вес, что не дает возможности использовать их везде, где только захочется. В этом видео предлагаю вам сделать очень красивые, невесомые, но достаточно крупные цветы. Для одного цветочка нам понадобится 1,5 метра атласной ленты шириной 5 сантиметров, проволока для бисероплетения либо флористическая проволока, флористическая лента, серединка для украшения цветочка и подходящая основа для крепления. Цветок состоит из 7 слоев лепестков разного размера. Первый слой из ленты 2,5 см 4 лепестка. Второй слой из ленты 3 см 4 лепестка. Третий также лента 3 см 4 лепестка. Четвертый лента 3,5 см 4 лепестка. Пятый слой лента 4 см 8 лепестков. Шестой слой лента 4,5 см 8 лепестков. И седьмой слой лента 5 см 8 лепестков. Лепестки делаем, начиная с самых больших, и постепенно уменьшаем размер ленты. Для начала нарежем ленту на квадраты необходимого размера. Семь слоев, 7 квадратов разного размера. Далее приступаем к лепесткам. Делаем самый большой лепесток из квадрата со стороной 5 сантиметров. Срезанные края ленты ровно зажимаем пинцетом и обрабатываем зажигалкой. Разрезаем квадрат на 2 треугольника, на каждом из которых остается кромка ленты. Срез обрабатываем зажигалкой, чтобы лента не сыпалась, и складываем лепесток. Ленту складываем лицевой стороной внутрь. И с каждой стороны делаем по 6 изгибов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. То же самое делаем с другой стороны. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Все изгибы ленты у основания лепестка должны лежать ровно. Скрепляем их с помощью зажигалки. С обратной стороны острие лепестка складываем наполовину, зажимаем пинцетом и фиксируем зажигалкой.
Лепесток готов. Такой же лепесток делаем из второго треугольника. Складываем ленту лицевой стороной внутрь. И с каждой стороны делаем по 6 изгибов. Не забывайте, что все складочки у основания лепестка должны лежать ровно. Следующий лепесток из квадрата ленты со стороной 4,5 см. Здесь у нас уже кромка на одной стороне. Ее мы оставляем. И обрабатываем зажигалкой один срез. Делаем также 2 треугольника. И нужен нам только один из них, тот, на котором есть кромка ленты. Делаем лепесток. Таким же образом по 6 изгибов с каждой стороны. Следующие лепестки из квадратов со стороной 4 см. Также делаем треугольник, оставляя кромку на ленте. Один срез обрабатываем зажигалкой. В лепестке делаем по 6 изгибов с каждой стороны. Далее лепестки из квадратов со стороной 3,5 см. В них и во всех последующих лепестках мы делаем по 4 изгиба с каждой стороны. Лепестки делаем таким же образом. Оставляем кромку на ленте. Срез обрабатываем зажигалкой. Делаем 2 треугольника, один из которых оставляем. Делаем лепесток и по 4 изгиба с каждой стороны.
Следующие два слоя лепестков из ленты со стороной 3 сантиметра. В этих лепестках также по 4 изгиба с каждой стороны. И лепестки последнего слоя из ленты со стороной 2,5 см. В этих лепесточках также делаем по 4 изгиба с каждой стороны. Лепестки для цветочка готовы. Помимо них нам понадобится 3 лепестка, чтобы сделать веточку. Здесь можно использовать любой размер ленты. Я сделаю веточку, используя самые крупные лепестки. Мне понадобится примерно 10-15 см проволоки для бисероплетения. На ней закрепим лепесток. Стебель оформим флористической лентой. Чтобы лента легла тоньше, ее я разрежу наполовину. Собираем веточку. Укладываем лепестки и скручиваем проволоку.
Веточка готова. Из подготовленных лепестков склеиваем цветок. Начинаем с самых маленьких. Первый слой 4 лепестка из ленты со стороной 2,5 см. Склеиваем лепестки между собой. Далее между ними подклеиваем 4 лепестка второго слоя. Третий слой, также 4 лепестка. Подклеиваем их между лепестками второго слоя. Четвертый слой, 4 лепестка, подклеиваем их между лепестками третьего слоя. Пятый слой, 8 лепестков. Их можно подклеивать по одному, а можно склеить вместе и соединить обе части. Подклеиваем пятый слой.
Шестой слой 8 лепестков из ленты со стороной 4,5 см. Лепесточки вклеиваем между лепестками пятого слоя. И последний, седьмой слой 8 лепестков из ленты со стороной 5 см. Подклеиваем лепестки между лепестками шестого слоя. Цветок готов, украшаем серединку. Диаметр готового цветочка примерно 8 сантиметров. Подклеиваем веточку. Цветок я оформлю как брошь. Воспользуюсь основой под брошь. Углубление внутри основы заполню фетром. И после этого приклею к цветочку.